Здравия! Сначала по комментариям. Друзья, зачем пишете про РСФСР Троцкого? Да, мы знаем, что за Уралом были троцкисты, и за поддержку Сталина там сажали в тюрьмы. Но голова Троцкого в 1940 году подружилась с ледорубом в Мексике, и это был финальный штрих победы в тусовке Сталина. Каких-то документов того образования не встречал. Да и это ни к чему. Одни бандиты победили других и установили свой режим. Власть всегда в руках мафии, бандитов, криминала, коррупционеров, от царя до сегодняшней власти. А про Российскую империю вообще трудно говорить. Бумажные технологические следы тщательно стерли. У населения изымали фотографии и фотоаппараты, мол, роскошь. Рушили электростанции старых времен под предлогом того, что религия – опиум для народа. Последняя такая еще в рабочем состоянии дает благодатный огонь раз в год. Один ученый СССР туда ездил. Огонь имеет плазменную основу, поэтому не обжигает первое время. А внутри там колонны, явно простреленные разрядами. Впрочем, необразованным быть веселее. Кругом чудеса. Они и сегодня продолжают стирать историю, уничтожая архитектуру тех времен. Последнего свидетеля превосходящих технологий того времени и ранее нас знатно деграднули оккупанты. В 1936 году образуется так называемый СССР Сталина. Принимается новая конституция, а-ля сталинская, в которой также нет понятия человека и далее, кстати, тоже. Максимум в преамбуле лозунги, а в тексте нет. И выходит закон о гражданстве Союза Советских Социалистических Республик в 1938 году. В первой статье нам пишут, что граждане союзных республик также являются гражданами СССР. В прошлых роликах мы уже узнали, что у республик их не было. Во второй статье мы наконец находим словосочетание, поданное бывшей Российской империи, прям как про СССР сегодня. Говорят без остановки, что он бывший. И нам тут пишут, что гражданами СССР являются все состоявшие к 7 ноября 1917 года подданными бывшей Российской империи и не утратившие советского гражданства. То есть мало того, что надо было быть подданным, так еще и успеть получить советское гражданство, чтобы тебя посчитали гражданином нового СССР. Также здесь нет того, что дети становятся гражданами по гражданству родителей. Получается, что все, кто родился позже, в пролете с гражданством. В 8 статье нам опять тирают дичь про какие-то лица, проживающие на территории СССР, которые еще долго не появятся вплоть до референдума 1991 года, которые не являются гражданами СССР, и что они считаются лицами без гражданства. Вот мы и докопались до сути. У наших лиц нет гражданства, и у лиц наших предков не было гражданства. Затем выходит закон о гражданстве СССР 1978 года. После появления нового Союза 1977 года и нового проекта Конституции а-ля Брежневская, которую приняли болванчики поднятием рук на заседание вместо референдума. Товарищи депутаты, мы провели голосование по преамбуле и по всем разделам проекта Конституции Советского Союза в отдельности. Теперь позвольте поставить на голосование проект Конституции Советского Союза в целом. Голосуют депутаты Совета национальности. Кто за принятие Конституции СССР в целом, прошу поднять руки. Прошу опустить. Кто против? Нет. Кто воздержался? Нет. Конституция Советом национальностей принимается. Голосуют депутаты Совета Союза. Кто за принятие Конституции СССР в целом, прошу поднять руки. Прошу пустить. Кто против? Нет. Кто воздержался? Нет. Советом Союза Конституция принимается. Как всегда, им остро требуется затащить себе граждан. Здесь все как обычно. А в третьей статье нам пишут, что гражданами СССР являются
Лица, которые состояли в гражданстве СССР на день вступления в силу настоящего закона. Лица, которые приобрели гражданство СССР в соответствии с настоящим законом. А ну-ка признавайтесь, кто подавал ходатайство о приеме гражданства СССР? Что, никто опять? Статья 9. Лица без гражданства. Лица, проживающие на территории СССР, не являющиеся гражданами СССР и не имеющие доказательств своей принадлежности к гражданству иностранного государства, считаются лицами без гражданства. А как можно было приобрести гражданство СССР? Первое, по рождению, но территории еще нет. И все это глобальная чушь, поскольку без проявления воли существа что-то происходить не должно. Жулики пользуются тем моментом, что существо не проявило волю, и можно что-то делать по своему усмотрению, и при этом их не покарают. Проявляйте волю. Второе, в результате приема в гражданство СССР. Третье, по основаниям, предусмотренным международными договорами СССР. Четвертое, по иным основаниям, предусмотренным настоящим законом. А про иные основания нам пишут ниже. Требуют, чтобы оба родителя были гражданами СССР, чтобы признать гражданином ребенка. Статья 13. Приобретение гражданства СССР детьми лиц без гражданства. Ребенок лиц без гражданства, имеющий постоянное место жительства в СССР, родившийся на территории СССР, является гражданином СССР. Короче, опять пишут чушь, изо всех сил пытаясь затащить к себе граждан. Ведь гражданин по законам их раб. И всем все должен. Понимаете суть? Ну и плюс обесчеловечить человека, навесив на него всякие там физлица, чтоб он по дурости посчитал себя вещью, и с ним могли потом также и обращаться. Затем выходит в 1990 году закон о гражданстве СССР, но он по сути зеркальная копия. Еще нам требуется взглянуть на закон о гражданстве РСФСР, выпущенный 28 ноября 1991 года. СССР уже был легализован на референдуме. Появилась территория. Статья 13. Признание гражданства РСФСР. Гражданами РСФСР признаются все граждане СССР, постоянно проживающие на территории РСФСР на день вступления в силу настоящего закона, если в течение года после этого дня они не заявят о своем нежелании составить гражданство РСФСР. И вот круг замкнулся. Из прошлых частей мы уже знаем, что гражданство РСФСР ранее никто не получал, а в гражданство СССР ходатайство никто не подавал. Все, друзья, поздравляю! Наши терапевтические сеансы из 3 частей только что исцелили граждан СССР от недуга гражданства и изгнали бесовскую зомбопрограмму. Для самых дотошных можете заказать справки о рождении и смерти предков, и о заключении брака и, возможно, расторжении в ЗАГСе. Там везде будут прочерки в строке гражданства. Из поколения в поколение никто по рождению ничего не получал. Впрочем, ЗАГСы нынче пишут куча чуши, типа субъекта рождения, которого в книге нет. Те, кто непосредственно видел актовые записи, это подтвердят. Они отличаются от писанина в свидетельствах о рождении и прочих выдаваемых документов. Собственно, чего еще ждать от античеловеческой системы жуликов? Всем добра, здоровья, процветания и денег!